Всем привет! Шанхай – красивый и могучий город. Вы курицу взяли, а яйца? В Шанхае изобилие мест, которые можно посетить, зашкаливает. И везде все удивительно по-своему. Я выбрал несколько мест из разных сторон достопримечательностей Шанхая, которые покажу вам в нескольких выпусках. Hello. Okay. Так, ну я иду на поезд. Вот, примерно так все это выглядит. Ну, поезда такие вроде хорошие. Внутри вот через окно вижу, пока вроде неплохо. Сейчас зайдем посмотрим получше. Так, 1, 2, у меня место 8. А, тут еще сидячая, оказывается, есть напротив. Так, мужики, но у вас будет дорога нелегкая. Да, может быть, вы не до Шанхая едете, а побыстрее, вот, пару часов. Так, с бабушкой еду. Я с тобой. Так. Вы курицу взяли, яйца? Не взяли? Как так? А я взял. Чем вонять будем? Непонятно, да? Короче, меня загнали на самую верхнюю полку. Оказывается, у меня самая верхняя. 3 этажа. Поэтому примерно так весело поеду. Ну ничего. Зато с китайцами веселее. Все чуть разные анекдоты какие-то присели рассказывать мне на китайском. Я говорю, да я не понимаю, он говорит, нормально, я говорю, тут главное суть уловить. Так, ну я приехал на вокзал Шанхая. Поездка прошла удачно. Со всеми пофотались в поезде, пообщались. Wi-Fi со мной поделились. Поэтому все окей, выспался. Вот, приехал в центр Шанхая, на вокзал Шанхая, просто как называется, северный и южный. Вот, очень удобно, сейчас отсюда хоть куда добираться можно будет. Я еще до сих пор заплывший, по-моему, только недавно проснулся. Вот, поэтому let's go, сейчас Шанхай изучать будем. Ну, сразу выходишь, тут слева метро, прям рядом. Вот, но в Шанхае прям очень сильно пекет, прям жарко, нереально. В Гуанчжоу, Шэньчжэне такого не было, хотя тоже погода была хорошая, но так не пекло, тут прям жестко пекет. Вот, поэтому, наверное, они все с зонтиками ходят здесь. Вот, впереди многие с зонтиками идут. Кстати, в Китае уже метро немножко по-другому. Тут уже не жетончики, а такие карточки. И вот так оно само все выглядит. Немножко такое постарее, чем в Гуанчжоу. Ну, может быть, опять же от станции зависит. Сейчас до другие станции буду проезжать. Посмотрим, какие здесь будут. Такое вот скульное метро. Вот именно эта станция. Но все равно везде сделаны вот эти двери, заграждающие поезда от основных частей. И, в принципе, внизу тихо, все слышно. Так, ну я пришел в храм нефритового Будды, и тут уже сразу иностранцы есть. Я уже, наверное, человека 4 или 5 встретил. Везде много вот таких вот алтарей, где люди молятся, какие-то подношения вставляют, деньги и так далее. Но монахов пока я никого не встретил. Я говорю немного тихо, чтобы не мешать никому. Так как кто-то молится, кто-то что-то, какие-то еще вещи делает. Вот, и чтобы никому не мешать. Храмы – это отдельная история во всем Китае. Так как это устроено и как это выглядит. Сразу видно, что вложенной силы средств в них очень огромное количество и имеет очень важное место в жизни китайцев.
Тут еще одна сувенирная лавка. Куча разных. Какие-то бусы. Вот чайник мне такой понравился. Прикольно выглядит. 198 бат стоит. Ой, бат. Юань. Причем меняется все в разных стилях. Просто делается на каждых полках. Прям такие неплохие такие цены. То есть вот, например, вот чайничек маленький, он стоит 3800 юаней. То есть, если, образно говоря, на доллары, то это примерно в районе там, 400 долларов, наверное. Ну, это совсем, наверное, много. Храм нефритового Будды в Шанхае очень современный. Что удивило лично меня, это как качественно все построено и поддерживается. Не все храмы в Китае, которые я посетил, могут этим выделиться. Ну, в целом храмовый комплекс большой. Иностранцев тоже много здесь ходит. Русскоязычных встретил, не знаю откуда, из азиатских стран. Причем не одних. Потом так иностранцы есть еще много. Здесь каких-то, скажем так, китайских туристов из провинции, из других городов. Вот, так как храм очень популярный, людей тут тоже так нормально. Но я пришел с утра, поэтому еще не так много людей. Такой большой прям какой-то комплекс посередине прям этого храма. И здесь такие вот интересные статуи. Каждая статуя подписана, что-то обозначает, но так как мой китайский далек от Китая, поэтому перевести я не смогу. Ну, я думаю, в принципе, это не столь принципиально. Все же для иностранных туристов, которые далек от буддизма, я думаю, основной акцент это так, как это все выглядит красиво. Вот, а уже остальное потом. Такие статуи, которым в рот кладут монетки. Вот там лежат много монеток, видно. И подвязывают какие-то веревочки. Ну, в целом, что по этому храму можно сказать, красиво, интересно, огромное, все красочное, в хорошем состоянии, все чисто, все убирается. Так, вот здесь вот слева от меня находится столовая для сотрудников. Вот, она находится уже позади всего храма, где уже туристов не так много, больше какие-то сотрудники ходят. И здесь они питаются
Но опять же, монахов никого я здесь пока не встретил. Они где-то на отдельной, скажем так, уже закрытой территории. Поэтому встретить, я думаю, можно и только заранее как-то договариваться, чего я не делал. Да и особо не принципиально мне это было. Вот. Мне было интересно посмотреть, как это все выглядит, показать, как это все выглядит со стороны. Вот. Но выглядит все это хорошо и красиво, поэтому посетить стоит однозначно. Вот сейчас пойду еще вот здесь вот пройдусь, здесь какое-то интересное тоже так здание, красиво так выглядит. Вот в плане, скажем так, архитектуры построек, они, конечно, все красиво придумали, вот вся китайская вот эта культура. Необычно все выглядит, особенно для иностранного человека, неважно откуда там, все это довольно-таки необычно. Не так, как мы привыкли там у нас где-то. Так, ну это какой-то шанхайский торговый центр. Как раз по пути мне до другой локации. Думаю, зайду, возьму попить. Да, может быть, что-нибудь скушать. Потому что с поезда, только в поезде один персик съел, больше ничего особо еще не ел. А время уже обед. Поэтому надо бы. Ну и охладиться. Вон есть такие, кстати, на входе сразу какая-то пекарня. Булочки, какие-то десерты. Вот что в Китае вот это вот они умеют делать и любят. Булочки, всякие пирожные, это вот прям у них вообще, по-моему, это их история. Вот свеженькая мать принесла. Огонь. И еще, ой-ой-ой. Сначала показалось крабики какие-то. Так, ну либо можно одним круассанчик какой-нибудь стащить, либо булочку вот эту только что принесли. С чем они? Или вот такие вот штукенцы вот очень интересные. Какая-то статуя интересная. Прикольно выглядит. В начале парка какая-то сцена, видимо, тут постоянно какие-то концерты проводят. Китайской народной самодеятельности. Или что-то в этом роде. Но в целом я вот столько уже в Шанхае нахожусь, несколько часов. Успел уже погулять немного, и сразу же бросается одна история. Это эти самокатчики, которые на своих электрических этих дырчиках ездят везде здесь. Точнее в Гуанчжоу, в Шанхае. Тут их на пешеходных переходах единицы прям совсем. Практически нету. Это прям очень сразу бросилось в глаза, и это очень хорошо. Потому как они очень сильно мешают. Тут, видимо, как-то над ними контроль сделали, и они никому не мешают. У них либо на дороге они просто есть, либо видел еще на дороге отдельная полоса у них сбоку выделена, как велосипедная будто дорожка. И они там гоняют удобно. Вот первая скульптура какая-то скрипачка. Так, ну тут у нас какие-то ребята идут и, видимо, движение тормозят, переходят дорогу. Что-то на это похоже. Скульптура современности. Еду в метро, втыкаю в телефон. Кстати, в Китае это очень прям тоже бросает сразу в глаза. Все до одного в телефоне втыкают. Вот все прям. От детей маленьких до бабушек каких-то очень-очень старых. Все втыкают в телефоне. Кто что делает, кто играет, кто смотрит что-то, кто еще что-то делает. То есть все в телефонах. И часто встречаешь, что у кого-то по 2, по 3 телефона. И они сразу в этих 2-3 телефонах во что-то играют. Я думаю, ну как бы, блин, это странно. Но вот у них как бы так это здесь. Поэтому... Причем телефоны вперемешку все, и китайские производители, и иностранцы. Ну, иностранцы, у нас Apple только, в принципе, Samsung основные такие. Вот, никаких там заморочек, что мы там это.
Нравится, не нравится, берем. Так, ну здесь вот смотри, какая вот интересная есть статуя. Лежит голова, а на ней хрюшки. Еще какие-то, непонятно кто это. Филин, что ли. Это ребенок с телефоном на голове. Кто это придумал? Тут собачка ходит. Тут ребенок лежит с мечом на заднем месте. Кто это придумывал? Но смотрится забавно. Все мелочи отобразить даже умудрились. И тут наверху на самом один ребенок поет. Но сделали прикольно. Мне понравилось. Необычно. Такого вот точно нигде не видел. Вот. Ну и вот так вот парк. Здесь он небольшой. Парк, наверное, километр на километр. Он такой прям квадратный. Вот. И по кругу так, внутри круг такой. И вокруг него ходят все. И много очень скульптур. Есть еще дорожки, скажем так, в лесок. Туда все заходят. Но в основном вот так по кругу все ходят. И вот бегают, как он, один мужик. И посреди здесь еще есть фонтанчики всякие, какие-то бассейники маленькие. Здесь такие скульптурки еще какие-то странные. Вроде ребенок нормальный, а у мамы что с головой. На Дудя похож, да? Вот. Тут тоже... О, вот этот на Дудя больше похож. С каким-то ягненком, что ли, стоит. Ну, такие вот скульптуры интересные, разные, необычные. Пойдем вглубь зайдем вдоль какого-то пруда и фонтана. И посмотрим, что тут еще есть. Чтобы с ней пошли. Много очень птичек белок бегает. Сейчас если что-то успею в кадр поймать, покажу. Потому что когда меня видят, все убегают куда-то. Причем как белка-птички, так и китайцы. Стесняются, может быть, камеры или то, что иностранец, как-то сразу так необычно смотрят и это так боком-боком. Вот, то есть кто-то как-то нормально на это реагирует, а кто-то шарохается, скажем так. Так, ну тут вот такая вот история. Кто-то она держит какую-то палку. Похоже на флейту, но как-то не совсем. Не помню, как называется инструмент, когда трубочка идет и по бокам такие дырочки в ней, и в нее свистят. Вот. Бабушка с дедушкой сидят, обсуждают всех, кто заходит в парк, потому что они как раз сидят на входе в парк с другой стороны. Это как у нас на лавочках возле подъезда. Примерно это же, наверное, история. Такой необычный проход здесь. Со странными какими-то вырезками на стенах. Вот такими. И они вот так вот здесь везде по кругу. И вот так вот идешь. Кстати, здесь в парке котов много ходит. Вот еще один иду. Правда, ни с кем из них я не могу договориться. Может, потому что я только по-китайски понимаю. Вот еще один. Привет, Мурзик. Нихао. Нихао. Иди сюда. О, видит, Нихао сказал, понимает, что китайский кот. Иди сюда. Ну, иди сюда, давай я подойду. Нет, боишься? Ладно, не буду пугать тебя. Вон там еще один он. И еще один он. Ходит, короче, целая куча. Но на китайском не понимают, если им говоришь что-то. Вот мне один ответил. Вон еще один китайский кот идет. Какой-то весь лохматый. Видимо, спал на заре. Нихао. Куда-то полез, не дерево. Так, ну это я уже перешел на
Нанкинскую улицу торговую. Она вечером светится всяко разно. Уже немножко начинает темнеть, так смеркаться, поэтому все огни уже загорелись. Здесь красиво, опять же много магазинов. И есть, скажем так, тоже с чем пофотаться, где погулять. Улица очень красивая, народу, как всегда, много. Кстати, стал замечать, что в каждом городе есть такие вот улицы, и в каждом городе называют там именем другого какого-то города, и ничем они не отличаются особо. Все одно и то же, одни и те же магазинчики, кафешки и так далее. Но всех оно притягивает. Хотя вот здесь, например, есть вот такие паровозики, там их не было. Вот, например, в Гуанчжоу их не было. Тут они есть. Но все равно все это выглядит красиво, в таком интересном стиле. Но вот здесь я уже много иностранцев вижу, разных ходят, что-то смотрят. Многие, кстати, с переводчиками ходят, смотрят. Либо китайские, либо какие-то иностранцы, слышно разные речи, переводят. Вот. В целом, круто. Это детский магазин игрушек с такими интересными скульптурами на входе. Я вот пока иду, видел так на скидку, человек 5-6, наверное, иностранцев. И все. И улица очень-очень длинная, конца вообще не видно, там вот где-то дальше, но что-то итоги так еще виднеются, поэтому непонятно, где оно заканчивается. Везде какие-то завлекухи, кто-то какие-то делает, я имею в виду магазины. Что-то пытаются все продать, распродать людям. Что непонятно. Вон, пойдемте там, вон, кстати, посмотрим, что народ собрался. Что-то шелестит, выбирает. Что выбирает, что шелестят. Непонятно. Просто вот любят поковыряться. Какие-то бусы. Как бы... Давай тоже поковыряюсь. Какие-то бусы непонятные. Или пикли вниз. Ладно, пойдем. Не, весело. Кто-то медведем завлекает. Он подходит, здоровается. Мне кажется, этого медведя за все время, пока он тут стоит, его так достали. Он, бедный, домой приходит, наверное, аж во сне поддергивается. Потому что все подходят, все его дергают. Ну, и не знаю, кто там внутри сидит, девушка или парень. Но он точно или она в шоке. Потому что каждый подходит, его что-то дергает, что-то. Вот, весело ему. Hello. Are you a YouTuber? What? Are you a YouTuber? Are you a YouTuber? YouTube. Yeah, are you a YouTube? Yeah. Can I? Oh, yeah. Ну, он подписчика себе нашел на YouTube. Okay. This one? This. Okay, I will subscribe. Okay. Next 1 week make video in my channel Hong Kong, Macau, Shanghai, Beijing. I'm from Hong Kong. You Гонконг? Yeah. Ну, вот, короче, вот Ашак, это девушка, она из Гонконга. То есть спросила, куда, говорит, снимаешь. Я сначала не понял, про что она говорит, но потом сам по-другому переспросил, она, да, говорит, YouTube.
типа, вы на YouTube снимаете? Я говорю, да. Она говорит, какой-то канал, все, подписалась. Я ее нашел. Говорит, посмотрю. Я рассказал, что про Гонконг тоже снимал. И вот. Еще все китайцы подписались бы на меня. Было бы вообще шикарно. Надо организовать как-то. Будет канал на первом месте. Сразу везде, во всем. Кстати, 1,5 ярда китайцев подпишутся. Хотя у них YouTube тут не работает. Это в Гонконге все нормально работает. И в Макао и YouTube, и Instagram, и Telegram, и WhatsApp. А в Китае это все как-то не так. Как-то все свое. У них домашнее. Поэтому не получится, наверное. Ну и в Гонконге, Макао тоже век хватило бы мне. Так, ну я сам того не замечая, прошел всю почти улицу, это уже вот сейчас дохожу до конца ее, там будет метро, и я поеду на другую локацию, вот, и как бы быстро, хотя я еще снимал, уже шел, вот, она длиной, наверное, 1,5 километра, может быть и больше даже, но быстро как-то прошел ее, вот, поэтому приходите погулять, стоит, магазины все какие вообще существуют, по-моему, тут все есть. Большие, маленькие представлены. Apple, вообще целое здание здоровенное. Сейчас ближе чуть подойду, покажу. И там народу, я не знаю, наверное, пол Китая собралось. Но ничего. В Дубае тоже, когда в Дубай Молл приезжаешь, там есть большой Apple, несколько этажей. И там тоже постоянно народу куча крутится. Иногда даже ставят очереди, чтобы сколько выходит, сколько заходит. Вот. Ну тут как так. Вот он, большой торговый центр, какой-то тоже на окраине. Тут Samsung большой, а тут вот Apple. Вот это все здание, это Apple расположился. Ну, за исключением вон того верхнего. А вот это вот, тут получается 4 этажа, это все Apple. Вроде бы как. Ну, то есть очень много. Дальше сразу Huawei себе тоже сделал большую часть. То есть конкуренты не дремлят. Все в теме. Что реклама, это все. Так, ну это если чуть-чуть народу собралось на перекрестке. Пытаются перейти. Мне кажется, вообще все в шоке. Полицейские, я имею в виду. Только тут народу ходит. А это вот любители по автобусной поездить. Тормознули. Сейчас им бонусов выписывают. И поедут пацаны дальше. Чуть-чуть не получилось проехать быстрее всех. Так, ну в общем, полетал я с этого мостика на дроне, много красивых кадров наснимал. Толком ни у кого спросить не получилось, можно или нельзя здесь летать, хотя полиция вон кругом везде вот стоят на машинах и так ходят. Никто ничего не говорит, дронов летает. Ну, много, я вон штук 6 вижу, которые летают, они все моргают же. Вот, ну и я тоже не стал смущаться, достал свой дрон. Единственное, пожалел о том, что я взял с собой все-таки одну батарейку всего. Я думал, что не буду много летать. Ну, в принципе, если что, все равно заряжать буду успеть. Но, как оказалось, надо было еще одну либо две брать. Вот, ну и что, много кадров интересных снял. Вот, все увидите, все красиво, нереально. Там даже такая полиция плавает, они тоже все это видят прекрасно, никто ничего никому не говорит. Единственное, перед использованием прилетаете уведомление, что вы в Китае находитесь, бла-бла-бла, что вы соглашаетесь со всеми правилами и так далее. Ну, то есть, короче, можешь летать, но накосячишь, как бы сядешь, как и все, и за все. Вот, поэтому главное делать это все с умом, и все.
когда взлетаешь и когда дрон садишь, потому что людей много на мосту, нужно тоже аккуратно садить. Как-то так. Так, ну в общем, ребята, которые здесь стояли, они все-таки контролируют всю эту процесс, всю эту историю. К ним сейчас какой-то парень подходил, китаец, вот, и они его, скажем так, ну что, смотрели в телефоне, досматривали, видимо, какие-то разрешения спрашивали и так далее. Регистрироваться, наверное, где-то надо. У меня это и так прокатило, несмотря на всю историю. Вот, я просто сразу зашел на мост и взлетал. Вот. Может быть, мне повезло, может быть, действительно ничего не надо. Не знаю точно, но подходить проверять уже не буду, потому что я уже наснимал, все показал. Поэтому вот так. Но нужно все равно быть аккуратнее, потому что если вдруг надо реально какие-то разрешения и нельзя, надо что-то делать, и они поймают за это, я думаю, что штраф будет большой. Вот. Ну, может быть, действительно какие-то есть места, зоны, где летать можно спокойно, хотя, ну, немножко так сомнительно, потому что темно, во-первых, во-вторых, людей много, то есть в других странах во многих бы запретили это. Они вот летают, там, не знаю, на камере будет передаться, огоньки эти видно, как они летают, несколько дронов в воздухе, но они есть. Так, ну все, пойду прогуляюсь до набережной, до самой, а то я вообще шел к ней, просто на этот мост наткнулся случайно. И я на нем завис на час, наверное, пока летал, пока снимал, пока с кем-то разговаривал еще на ломаном английском и на языке жестов, потому что китайцы английский вообще никто не знает никак, прям, вот прям вообще никак. У них единственное hello, hello и улыбаются, смеются почему-то, не знаю почему, но как-то так. Вот. Поэтому вот так вот. Сейчас пройдусь по мостику, по красному. Очень красиво тоже выглядит, я его с дрона тоже снимал. Вот. Я хочу еще и вот так по нему внутри пройтись. Не знаю, Шанхай мне прям вот очень сильно зашел. Очень все красиво, и утром, и в обед, и днем, и ночью, вот вечером. Прям все вот хорошо, все сделано красиво, люди какие-то такие спокойные, ну, за исключением, когда на рынок я попал, там постоянно что-то впарить не пытались, ну, это ладно, как бы они работают. Но в целом очень прям Шанхай прям топ пока. Остался еще Пекин, вот, и получается я посетил, сколько, в общем, вообще. 7 городов китайских, и вот Харбин, я перечитаю уже, кого я посетил. Шанхай это топ самый. Очень удобный город, переезжать, жить. Мне кажется, в нем осваиваться можно очень быстро и легко, потому что все рядом, все удобно. На метро везде можно доехать, на автобусе, на такси, потому что на машине в любом случае не будет сразу ездить. Тупо никто не продаст, и вас первый же гаишник остановит, и вам такой штраф влепят, то еще депортируют. Пока вы получите права китайские, потому что никакие другие тут не действуют, ни международные, ни российские, ни инопланетянские, никакие тут действуют, только китайские, и все, и больше ничего не знают они. Вот. Пока вы сдадите их, пока получите, в любом случае машины не будет, будет метро, либо такси, вот. Ну, либо водителя, если наймете. Тут уже у кого на что, скажем так, хватит желания, умения.
Так, ну вот так выглядит вход на сам мост. Я уже как китаец стал. Иду, никого не замечая, с камерой, всем мешаю. Ну, они так же делают, поэтому мы с ними слились. Я даже не выделяюсь особо. Да, девчонки? Говорят, да. Так, ну что, ну вот так выглядит мост. Очень красивый, подсвечивается. Ну, в целом, обычная металлическая конструкция. Вот, ничего такого прям супер нету, но все, скажем так, вписано именно на своих местах очень хорошо. И все это смотрится как надо. Не просто так кинули где-то посреди непонятно чего и как бы вот. А тут собрали прям именно все и в одном месте таком. Правда, место большое все равно. Вот. Но в очень большом месте и удобно. То есть ты прошелся, вот приехал в одну часть на метро, вышел и до другой части также до метро дошел, все посмотрел, устал, впечатлений набрался, фотографии нафотал, видео наснимал и счастливо пошел в отель там домой или еще куда-нибудь. Вот, поэтому все красиво здесь они сделали. Шанхай прям, не знаю, я уже, не знаю, раз 10 сказал, что Шанхай топ, но вот Шанхай реально топ. Так, я, по-моему, давно не говорил, да, что Шанхай топ. Что Шанхай самый крутой город в Китае. Но, как не говорить, если вот, смотри. Так, помните, да? Шанхай топ. Ну, в общем, прогулялся, в принципе, я по набережной. Пофотал, поснимался и на дроне, и так, и всяко разное. Вот. Со мной кто-то тоже пофотался уже. В целом, все красиво, все круто. Можно двигать дальше. Нужно теперь найти какую-нибудь интересную кафе с какой-нибудь китайской непонятной кухней и протестировать ее. Потом взять с собой в отель каких-нибудь фруктов. И на сегодня, наверное, все будет. Поэтому сейчас ставлю отрезок, когда я буду кафешечку какую-нибудь тестировать. Ну а следующий выпуск уже будет из Шанхая уже другой. С другой стороны буду показывать, пытаться Шанхай, если я ее найду. Если нет, то будет такая же похожая сторона. Поэтому вот так. Это примерно так выглядит пешеходный переход от набережной и дальше. Чуть-чуть немножко много людей. Так, ну и мы все пошли. Кто куда пошел. Ну, примерно вот как бы вот так вот вся это выглядит история. Смотрите, что сзади творится. Они все идут вот туда фотаться к этой набережной на фоне башни и всех зданий. Шанхайской башни там и так далее. И тут как-то вообще жесть, не протолкнуться. Я почему-то не думал, что я опять на эту Нанкинскую улицу выйду, чтобы в метро попасть. Но придется мне через нее пробираться. А тут просто жесть. Говорят, что на китайские праздники тут вообще как бы... Вот мне кого-то утащить с собой, никто не заметит. Хотя тут и так вообще не протолкнуться, я не знаю. При этом одна сторона идет в одну сторону, другая в другую. И вроде все идут спокойно, никто не толкается, никто не пихается. Как-то странно. В метро они не могут зайти нормально, а тут они ходят нормально. Необъяснимо, но факт. Да, брат? Вот как-то так. Я уже все вспотел, весь устал. Поэтому надо быстрее до метро доходить и закругляться на сегодня.
А то красивого и очень интересного много всего. И все это надо снять, посмотреть. Но я уже что-то как-то завтра следующее будем снимать, смотреть.